Львы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на декабрь 2023 года. Мы с вами проанализируем предстоящий событийный ряд, посмотрим, с какими энергиями вы будете завершать этот год и с чем вы начнете 2024 год. Новый цикл, новый этап. Помогут нам сегодня в этом Ленорман «Зима в Париже», а также Таро «1001 жизнь». Подумайте, пожалуйста, о тех событиях, которые, возможно, вы себе запланировали на декабрь, а мы с вами проанализируем, удастся ли вам их осуществить. Итак, приступим. Общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, мы с вами приступаем. Общие энергии месяца. У вас здесь ложится шикарный аркан, прекрасный аркан «Мир». Это как быть в своем мире, в своем таком закрытом коконе, сконцентрироваться на себе, на своих целях, планах, задачах. Для кого-то это будет период отпуска, отдыха и ознаменуется поездками, переездами, путешествиями, сменой места жительства или множеством командировок. Но в любом случае это уже как акцент завершения предыдущего жизненного цикла и начала нового этапа. Конечно же, данная карта у вас отыграться может в любой сфере жизни. Я дотягиваю аркан. И смотрите, у вас здесь ложится колесница. Итак, в каком контексте, в каком ключе отозвутся эти карты? Действительно, переезд, смена места жительства, путешествия, командировки. Для кого-то приобретение автомобиля. Опять же, изучение нового языка, культуры, норм, законов, правил. Для кого-то получение вида на жительство, может быть, нового гражданства. То есть в любом случае для вас это такой очень знаковый период, знаковый месяц, но, как мы видим по энергиям, должен быть плодотворным. Смотрим вопросы работы. Туз чаш. Туз чаш – это наполнение, это радость. Это, знаете, такая сама по себе ситуация, когда от месяца вы получаете максимум эмоций, довольства. На работу как на праздник. Кто-то для себя найдет дело по душе и трудоустроится на новую работу. Кто-то, возможно, откроет что-то, нечто свое, то есть новый цикл, новые возможности. А для кого-то действительно это может быть период отпуска, отдыха и восстановления сил. Посмотрим, чем действительно для вас ознаменуется этот месяц. Для тех, кто у нас на данном этапе не работает и работать не может. У вас по семерке мечей, тузу чаш, это попытки начать свое дело, какой-то свой стартап, но пока вы не будете, ну, скажем так, декларировать свой доход или открывать индивидуальное предпринимательство, потому что вы хотите посмотреть, как пойдет и получится ли вообще. Плюс туз чаши, семерка мечей, я не могу назвать это прям совсем плагиатом, но это могут быть взяты вами за основу чужие идеи или, может быть, какой-то план действий, который вы мобилизуете под себя, выстроите и начнете какое-то свое дело. Для тех же, кто у нас является соискателем, туз чаши, солнце. Ну, конечно же, карта радости, карта счастья, полноты жизни. Потому что вот оно. Найти как раз то, что вы хотите. У некоторых, если брать за основу аркан мир, это может быть работа дистанционного плана. Это может быть сама по себе ситуация, когда вам нужно будет переезжать ради трудоустройства. Но, как показывают карты, это того стоит. Потому что вы получите здесь действительно то, к чему стремились и чего хотели. Поэтому энергии здесь идут в плюс. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником. Туз чаш и справедливость. Это пройти проверки, это пройти повышение квалификации, аккредитации, верификации, экзамены, причем таки довольно успешно. И для некоторых из вас здесь будет предложение перевестись на новую должность. Если же вы владелец собственного бизнеса, то туз чаши, тройка жезлов – это видеть перспективы по расширению своего дела или становлению нового, дополнительного бизнеса, который вас радует, потому что вы в нем видите перспективы, видите возможности. Оцениваем финансовую сторону вопроса. Здесь ложится королева мечей. Это карта, которая указывает на ситуацию, ну, что посеешь, что пожнешь. Иными словами, как поработаешь, что и получишь. Конечно же, здесь напрямую может быть влияние женщины воздушной стихии, весы, близнецы или водолей на ваши заработки. Я хочу посмотреть сейчас, в каком ключе. Одну секундочку.
Раскрываю. Здесь ложится колесо фортуны. Итак, это женщина, которая может подкинуть какие-то бизнес-идеи или новые возможности, или похлопотать за вас на работе, чтобы вам предложили повышение. То есть это, видите, увеличение дохода, новые перспективы, новый старт. Поэтому здесь это плодотворная для вас такая вот девушка, женщина и содействие от нее. Плюс это может быть возврат каких-то процентов выплат от государства, которые вам положены, или перерасчет каких-либо сумм от налоговой, может быть возврат каких-то сумм. То есть действительно ситуация здесь благоприятная. Здоровье. А вот по десятке жезлов здоровье, конечно, оставляет желать лучшего. Перегрузки. Физические, эмоциональные, ментальные. Плюс могут быть проблемы со спиной. Если вы активно занимаетесь спортом, старайтесь себя все-таки не перегружать, иначе действительно можете подорвать свой иммунитет, свое состояние здоровья и самочувствие в целом. Поэтому здесь, пожалуйста, без фанатизма. Берегите, конечно же, спину. Вопрос о личной жизни. Падает аркан суд. Ну, или иными словами, наша песня хороша, начиная сначала. Для некоторых это примирение, восстановление союза. Для некоторых это восстановление отношений с прошлого. А кто-то из вас может захотеть здесь структуры и, как следствие, создание семьи. Так ли это? Сейчас проясним. Для тех, кто у нас сейчас свободен, у нас здесь ложится аркан суд и дурак. Это действительно или восстановление отношений прежних, но в новом ключе, или же может быть такое роковое судьбоносное знакомство, которое приведет к созданию союза, созданию семьи впоследствии. Если вы у нас в любовных треугольниках, суд и девятка жезлов, здесь, как показывают арканы, это отгородиться от ненужных связей. И если смотреть на эти карты, то это больше от связи с любовниками или любовницами с целью сохранения отношений, которые у вас были до этих связей. Если наоборот вы свободны, а не свободен ваш партнер или партнерша, это как вы отойдете в сторону. Это, знаете, когда бы не засорять себе карму, если смотреть по этим арканам. Для тех, кто у нас в стабильных союзах, здесь все прекрасно. Десятка чаш. Это и вопросы продолжения рода, и укрепления отношений, и союза в целом. У кого-то может быть действительно предложение руки и сердца, если вы встречались или сожительствовали. Кто-то будет праздновать годовщины своей свадьбы или, может быть, со дня знакомства, встречи. То есть для вас это какие-то такие памятные моменты, приятные моменты и времяпрепровождение в кругу семьи. То есть вот такая большая сплоченность с семьей и с близкими. Смотрим рекомендации от карт. Шестерка жезлов. Действуй. Это карта действия, триумфа, победы, достижения целей. То есть здесь вам подвластны все энергии. Если вы на декабрь ставили себе какую-то цель или задачу поучаствовать в конкурсах, неважно, будь то спортивные состязания или конкурсы среди каких-либо мастеров, то есть ваш талант действительно, скажем так, добьется всяческих похвал, потому что этот аркан показывает, что вы взойдете на пьедестал. Плюс, помимо всего прочего, есть силы и ресурсы для перемен, благоприятное время для поездок, путешествий, смены места жительства, приобретения авто, потому что тут все энергии, если посмотреть этого месяца, они вам благоволят. Даже если оценивать ситуацию с точки зрения наиболее значимых сфер, это вопросы личной жизни, но вообще такие глобальные кардинальные перемены, которые у вас могут произойти в сфере бизнеса, карьеры, работы. Смотрим с вами неожиданность периода. Что у вас здесь? Что у вас здесь? Ключ, башня, крест. Ух ты, дно колоды мужчина. Так, для кого-то это судьбоносное знакомство, потому что ключ, башня, крест – это как проходить какой-то кармический урок. В частности, давайте посмотрим. Для мужчин это будет касаться вопросов карьеры, бизнеса. Так, для девушек и женщин. Письмо, букет, сердце. Вопросы личной жизни. Становление или укрепление, или обретение нового какого-то знакомства, судьбоносного характера. Сейчас даже посмотрю здесь. Да, по ребенку это нечто новое, новое начало. Поэтому пусть так и будет. Я вам так и закрою. Пусть, как говорится, сама ситуация, сама Вселенная вам благоволит во всех этих начинаниях. Закроем сейчас колоду таковым образом, чтобы все состоялось и отыгралось со знаком плюс.
Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, созвучна ли с вами эта информация и какие перемены в вашей жизни произошли. Помимо всего прочего, прошу вас написать в комментариях, в каком формате, в каком ключе вы хотели бы видеть годовые расклады. В формате 12 домов или в том формате, в котором я выкладывала ранее. Для меня это очень важно, потому что период годовых раскладов уже подходит, поэтому не забудьте черкнуть пару строк. Буду вам признательна за коммуникацию. С вами не прощаюсь. До новых встреч.